Привет, ребят! Меня зовут Бородатый Палыч, это мой бородатый видеоблог. В прошлом ролике про мезороллер забыл кое-что сказать. Какой, значит, мезороллер выбрать для бороды? Почему я не рекомендую больше 1 мм? Уже ролики были на канале, но вопросов меньше почему-то не стало. Значит, вот записываю еще раз. Смотрите, кожа, да, это покров нашего тела. В первую очередь, кожа – это защитный орган. У верхнего слоя кожи есть определенная толщина. Травмировать кожу более глубоко для применения мезороллера нам не нужно. 1 мм – это, по сути, предел, на который можно прям реально проткнуть эту кожу без каких-то серьезных последствий. И то при применении даже 1 мм все равно так глубоко не прокалывается, потому что, во-первых, иглы достаточно часто, во-вторых, усилия вы не будете прикладывать такое, чтобы вам было адски больно. Потому что, вот, допустим, 540 игл, прикиньте, один раз вы прошли целиком проворот барабана, 540 дырок у вас. Это реально неприятно, поэтому все равно все, даже при покупке мезороллера с большей длиной иглы, все равно не надавливают. Но приходится регулировать. Здесь вы можете, купив 1 мм, вы можете, ну, либо 0,5, либо 1, вы можете быть уверены, что даже при сильном нажатии вы не травмируете свою кожу. Я хочу донести максимально понятно эту информацию, потому что это реально важно. Это ваше лицо, и я не думаю, что кто-то из вас хотел бы его испохабить ради того, чтобы отрастить бороду. Мезороллеры с длиной иглы, допустим, 2,5 мм, 3 мм, 5 мм, вы их вообще видели? Они больше похожи на какие-то пыточные аппараты там 18-19 века. Те самые мезороллеры — это больше как массажеры, и их применяют толстые тетки для того, чтобы целлюлит разгонять. Нормальная сфера такая применения. И если в интернете даже искать информацию, есть определенная градация. Вот мезороллеры до 0,3 мм — это для тонкой кожи, веки, да, там вот веки, глаза, там, ну, вот эти вот штуки, я не знаю как, ну, тоже века, да, нижние, верхние, там, возможно, брови, то есть в основном женщины используют. От 0,3 там до 0,5 это вот что-то переходное, например, для лица, да. Все, что больше 0,5, уже, скорее всего, больше используют там для головы. В нашем случае, при наличии какой-то растительности, ну вот, допустим, вы хотите же где-то мезороллером проработать, да, а у вас растет. Можно взять мезороллер больше 1 мм, потому что волосы все равно так или иначе, они же имеют толщину, и вы, когда будете прокатывать, он все равно не продавит. Но это только в том случае, если у вас уже что-то растет, и вы поверх хотите роллером катать. Но при длинных волосах мезороллером катать ну просто реально не получится. Он будет как на валик запутываться, вы просто все повыдергиваете. И логика такова, что бах, и нет смысла покупать мезороллер больше. Можно купить, но все равно нажимать меньше. Вывод, что для лица и для головы используйте мезороллер не более 1 мм в длину. Если вы катаете уже по имеющейся какой-то щетинке, ну тогда можно взять больше. Ну, допустим, 1,5. До 2, 2,5, ну куда? Куда вам? Что вы там хотите прокалывать на такую глубину? Я вот прям уверен, что ни одного человека нормального, адекватного нет, который возьмет мезороллер 2,5 мм и прям заглубит его к себе в лицо на полную длину. Всем здоровья, берегите себя, пока-пока.